Всех категорически приветствую. Наши недавние друзья подготовили нам новый релиз. Отмечу, что игра мне очень понравилась. По освещению все супер, но декорации могли сделать лучше. Плюс иногда я случайно банки юзал, а встречают нас Ред и Антея. Вначале монстры показались не очень сильными. Не забываем про лут после убийства. Также пасхалки с конвертами. Меня сильно зацепило, что в игре закрытый мир, а также пустых бочек и ящиков. Да и не совсем это я ожидал от Unreal Engine 5. Освещение и грязь круто, но следов нет. Также 5 видов сложности. В остальном, в ночное время очень красиво. Иногда надо сделать внезапный выбор. Кроме дверей и окон с сюжетом, видимо, постарались. NPC ведут себя не как камни, но сюжет мы можем только почитать. Русской озвучки у героев нету. Случайный выбор также повлияет на сюжет далее. Также заметил детали, как и Шерлок Холмс, а также предметы для заданий, которые раскидали интересно по локации. Побочки во время заданий. На своем пути я встретил вот этого торговца, кстати, напишите в комментарии, зачем он. Далее по списку ритуалы. Ну там, призыв бича. Повторюсь, сюжетом в этой игре точно постарались. Герои вроде нарисованы красиво, хотя местами кажется, как будто не дорисовали. По сюжету нас атаковал какой-то кошмар. Вот только don't not. Кошмар это про анимацию головы? Спойлер, нет. Кошмар это босс, кстати, которого убить вначале не получится. Ну а сейчас можете налить чай, это рекламная пауза. Как обычно, пилю вам контентик. Было бы неплохо поддержать канал. Спасибо. Ну а мы поехали дальше. Помимо следов грязи и мира, у меня бомбануло еще и от воды. Нет, ну вы серьезно? Как можно было сделать такое на Unreal Engine 5? Просто рука-лицо. Какие-то непонятные сферы, которые не достать. И ну вот только посмотрите, квадратная вода. Но свет красивый. Местами будет какая-то руда. Кстати, монстры умирают в одинаковой позе. Помимо красивых пейзажей, препятствия проходятся очень легко. Идешь по бревну и даже не боишься. Внимательно смотрите по сторонам. На тропинках будут сундуки и лут, но эти места не ведут по сюжету. С боевой системой тут тоже все хорошо. Вначале были слабые монстры, но потом они прям стали дикие. Цена игры 2799 рублей. Как обычно, ссылку на Steam игры я оставлю в описании. В игре также присутствует снаряжение. И для улучшений как раз нужны ресурсы, которые мы фармим с мобов, а сами предметы выбиваем с сундуков. В игре я заметил механику из God of War. Двойной герой, только какая-то модифицированная, но по боевке God of War. Ваша интуиция пригодится для поиска заначек. Иногда по земле будет идти какой-то шлейф. Он бывает багнутый и у него нет конкретной точки. Драйв в горах, забей. Иногда разработчик решил не париться и просто заблочить вот так. Да. Отдыхая, можно получить банки хп. Эти банки можно увидеть слева над вашими хп. Монстры также умеют защищаться блоками. Иногда бывают сложные. По скиллам вначале у вас слабые скиллы, но потом у вас появляются усиленные скиллы. Плюс боевой эффект, как в Mortal Kombat. Листва красивые, но не вблизи. По сюжету можно вызвать видение. Переходя к оценке графики, ставим 6,8 из 10. По боевой системе ставим 8 из 10. Кстати говоря о сложности игры, для сюжета иногда будет тройной выбор действий. Оценка сюжета 10 из 10. На пути также будут лагеря мобов, которые нужно будет призывать через круг. Эти гнезда очень сильные и мобов очень много, будьте уверены. Зато награда супер. Так я понимаю, выглядят телепорты. Необычно. Из идеи предложений разработчику добавить попытку соскользнуть и так далее. В остальном оценка игры 8 из 10. У микрофона как всегда был Хайлер Шоу. Всем спасибо за просмотр и до новых встреч.